womb of Devaki, then he's transferred to Rohini. Мы знаем с Бхагаватам, что Баларам, он первый появляется в утробе Деваки, и потом мистическим образом он перемещается в утробу Рохини. So he's known as Rohini Nanda, И son of его Rohini, знают как Рохини Нанда, like we sang in the song. сын Рохини, так как мы поем в этой But песне. what Vishwanath Chakrabarti Thakur explained, he's saying, one of the purpose of his appearing in the womb of Devaki is he makes everything ready for Krishna. Nice Sringasan, he's making it a beautiful environment so Krishna can appear there. И Вишванат Чакраварти Тхакур, он объясняет, почему Баладев все-таки приходит сначала в утроб Деваки, а потом перемещается. Он говорит, пришел первый для того, чтобы там сделать ему вьясасан, как бы, то есть сделать ему комфортную ситуацию для его прихода. После этого он перемещается, и Кришна может приходить. But still, Guru Maharaj told once in playing Krishna and Balaram that in their play, Balaram slapped Krishna. И один раз в игре между Кришной и Баларамом, один раз Баларам, он пощечину как бы дал Кришне. And Krishna went to Yashoda to get Balaram in trouble. И Кришна побежал жаловаться Ешоде, чтобы на Баларама настучать, как бы, чтобы у него были So she would chastise Balaram. чтобы она поругала Баларама. But Balaram called Krishna aside later and said, "My brother, I need to talk to you." И Баларам как бы позвал Кришну, иди сюда, братан, как бы, мы с тобой должны сейчас пообщаться. Как бы. You understand? And this, sometimes something like this might happen. It's not that I don't love you. И он говорит, что между нами, как бы, между как бы, мужчинами иногда, то есть случаются как бы такие игры, но это не значит, что я тебя не люблю, он ему объясняет. So don't take it in the wrong way. Не бери это в неправильном смысле. And also don't tell mother. И также не я бедничай маме. So, and we know when he appeared as Nityananda Prabhu, it was in Eka Chakra. Мы знаем, когда он явился как Нитянанда Прабху в Эка-чакре, where Srila Acharya Maharaj established a beautiful temple there of Gaura Nitai. где Шрила Ачарья Махарадж установил прекрасный храм Гаура Нитая. And there was something called Hadai Kunda, a pond. И там есть некая пруд, называется Хадай Кунда. And we're told it is as the outcome of his father's tears that he cried in separation when Balaram left. Nityananda left. И говорится, что это кунда, да, этот пруд, он был создан слезами его отца Хадая, когда Баларам ушел. Because a sannyasi came to town and was a guest at their house, and then what is known to say, anything, Maharaj, you need anything you want, we will, fulfill your request. And he said, I need an assistant. So he asked for the son, Nityananda. И в то время как бы были такие традиции, что когда приходит саньяси, да, монах, как бы отреченный в дом кого-то погостить, то ему предлагается все, что он хочет. И хозяева сказали, ты можешь взять все, что хочешь. И этот монах сказал, на самом деле мне нужен ассистент, поэтому я заберу с собой Нитянанду. So this broke the heart of Harai Pandit and his mother Padmavati. И это как бы сломало сердце Хадая Пандита и его матери Падмавати. They were like statues in the absence of Nityananda. Они стали буквально статуями в его отсутствии. And like this, Harai Pandit cried a pond of tears and separation. И он наплакал целый пруд слез в отсутствии своего сына Нитая. Nityananda is sometimes called the Avadut. Иногда Нитянанду называют Авадут. That he doesn't fit in any category. Потому что он невозможно его приклеить к какой-либо категории. Beyond all rules and regulations. Он стоит выше всех правил и предписаний. Sometimes in the Ganga, he catches on to a crocodile and is swimming, like surfing on a crocodile. Иногда в Ганге он ловил крокодилов, игрался с ними, а потом на них серфинговал. And many things he's showing and doing. Много вещей он таких мистических показывал. And his associates are known to be eccentric. И его последователи их знали как немножко эксцентричные, то есть они неординарные. They're all counter boys from Vrindavan. Они все пастухи с Вриндавана. They like to carry flutes, tree trunks for flutes. Они любят с собой флейты,
носить там как бы эти стволы деревьев иногда. So one such devotee named Minaketanaram, he came to the temple of Kaviraj Goswami's brother. Один раз Минакетанарам пришел в храм его брата, he came to the temple. Krishna's Kaviraj Goswami's brother is doing some puja, and Minaketanaram appeared. Кришнадас Кавирадж, у него был брат, он совершал пуджу в его храме. И Минакетанарам пришел туда как представитель. So his brother thinks, oh, I'm worshipping the deity, so he ignores the devotee. И его брат как бы продолжал делать пуджу. Он говорит, о, я там поклоняюсь божествам, поэтому тот может подождать. When the actual etiquette is that Krishna wants you to receive his devotee. Но на самом деле этикет говорит о том, что Кришна хочет, чтобы ты принял его преданного в первую очередь. So you take the permission of the deity and serve the devotee. Поэтому посреди пуджи нужно взять разрешение божеств и отвлечься и принять преданного. But he's ignoring the devotee, saying, no, I'm worshiping the deity, not to interrupt. Но он проигнорировал преданного, я тут божеству как бы поклоняюсь, поэтому никто меня не беспокоит. So Krishna's Kaviraj chastised his brother. И Кришнадас Кавирадж, он поругал своего брата за это. He said, you are a victim, and nyai and logic, there are fallacies, logical. He said, you're a victim of what they call arda kukiya nai, the false logic of half a chicken. И Кришнадас поругал его, потому что есть некая система логики в системе няй, и он сказал, что ты виноват в правде половины курицы. And what they mean is, a chicken gives an egg, but it also eats. И что это означает? Что да, курица, как бы с одной стороны она несет яйца, но с другой стороны она все-таки кушает. So you're thinking the egg is valuable, but not offering anything to be eaten. И что он имел в виду к своему брату, что ты как бы поклоняешься типа месту, которое яйца делает, но ты как бы не поклоняешься тому месту, которое кушает. So he says, you claim to be a devotee of Mahaprabhu, but you have no respect for Nityananda. И ты говоришь, ты как бы заявляешь, что ты преданный Махапрабху, но ты не выказываешь почтения Нитьянанде Прабху. That means your devotion is fictitious. Это говорит о том, что у тебя фиктивная преданность. We're told he fell down shortly thereafter. И после этого Minaketanaram is so offended, not for himself, but knowing that I'm a devotee of Nityananda and you're disrespecting Nityananda. И после этого он упал, и Минакетанарам, потому что он был очень обозлен. Он говорит, что не обозлен, потому что ему не выказали почтения, а он говорит, я знаю, что я предан Нитьянанде, мне не выказывать почтения, это значит игнорировать моего господина, и он как бы очень обозлился. There's one, the Bhagavatam, after Parikit to Sukadeva to Parikit, then comes Sutta Goswami to the 60,000 sages in Naimisharanya. И есть как бы, Шрипад Бхакти Судхир Госвами рассказывает 60 тысяч мудрецов на Наймишаране. It was connected to Ramaharshan Sutta. И он связан с Рамахаршан Сutta. As we're told, this Ramaharshan, he's sitting on Vyasasan, Nityananda, Balaram comes, and he doesn't show any respect. So Balaram took a kusha grass, but because he's Balaram, he empowered it to become like a weapon, and he killed him on the spot. И вот этот Рамахарша Сута была такая история, когда он сидел на своем ясасане, и Нитьянанда проходил рядом, и он не выказал почтения, и тогда как бы Нитьянанда взял траву куша, да, которая в принципе мягкая, но из-за того, что он Баларам, он ее зарядил силой и на месте просто убил этого Рамахарша травой. И на самом деле Баларам, он ответственен за гравитацию. So here Minaketanaram broke his flute and said, here's the second Ramaharshan Sutta. И Минакетанарам сломал свою флейту и сказал, это второй Рамахаршан Сutta. Because Balaram, he is not known for being diplomatic. Потому что Нитьянанда, он известен о его недипломатичности. Once Krishna and Uddhava, they're discussing diplomacy, how to deal with someone in some situation. Потому что Кришна и Уддава, они обычно там
ну, парятся, как бы, то есть как там дипломатично кого-то там подойти, объяснить что-то там, как-то там. Balaram's emotional opponent, he's listening, holding his club on his shoulder. И в то время, когда Баларам сидит, держит этот, как не палицу, а плуг на своем плече и слушает молча и следит, как бы, что они там пытаются сказать. And he says, why all the discussion? I can solve this matter with one stroke from my club. Зачем, говорит, вы так много обсуждаете, тратите время? Я могу это все рассудить одним ударом моего плуга. So Balaram has this, that's it, Bala is so powerful. И у Баларама есть тогда Бала. Бала значит сила, сильный, So after могущественный. Krishna's Kaviraj chastised his brother, Balaram Nityananda appeared in a dream to him that evening. И после того, как Кришнадас Кавирадж поругал своего брата, Баларам появился перед ним в тот же вечер. He said, intoxicated with Krishna praying and chanting Krishna, 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 Krishna. Опьяненный любовью Кришны, и постоянно говорил, в пьяном состоянии и все время произносил Кришна, And he Кришна, said, Кришна. Krishnadas, you go to Vrindavan and you'll get everything there. И он сказал ему, Кришнадас, ты пойдешь во Вриндаван, и ты получишь все там. So in that way he's giving entrance into Vrindavan. И таким образом он дал ему вход во Вриндаван. There's also, even Raghunath Das Goswami, the Prayojan Tattva Acharya, only by getting the mercy of Nityananda Prabhu could he enter Mahaprabhu's group. Даже Дас Госвами, он, который является Прайоджана Ачарья нашей Татты, он без разрешения Нитянанды Прабху не мог зайти without the Nityananda Prabhu, he couldn't enter the Mahaprabhu group. Right. Да, без милости Нитянанды Прабху, он не мог, без милости Нитянанды Прабху, он не мог войти в группу Махапрабху и получить его милость. And Nityananda saw him sitting at a distance and he said, Raghunath, come here. Нитянанда посмотрел, что Рагунатха сидит поодаль и говорит, Рагунат, иди сюда. Why are you hiding? Почему ты прячешься? He said, now I will punish you. Сейчас, говорит, я тебя накажу. And what is the punishment? You have to feed me and all my devotees. И какая, говорит, была наказание? Ты, говорит, должен меня накормить и всех моих преданных. So the punishment of Balaram is sweet. И как бы его наказания, они также сладостные. And Balaram, as Kshatriya, he liked to gamble. И Баларам, так как он является кшатрия, он любит играть в азартные игры. And he's playing with this person, and the game is, they're playing that, and it's fixed. И Баларам, он играет с одним человеком в кости, и он видит, что на самом деле те его, мухлюют, как бы. But Balaram will win, and the other side, no, you lost. Баларам как бы выигрывал, но другие скажут, нет, ты проиграл. And there's one man on the side sitting, going, showing his teeth, like И один как бы показал свои зубы, когда смеялся, типа, что вот, типа, мы обхитрили Баларама, и он начал смеяться, зубы показывать. So they play again, Balaram wins, they go, no, you lost. Ага, и опять, как будто Баларам выиграл, но они, не, вот видишь, так и так, типа, ты проиграл, как бы. And a voice from the sky said, Balaram won. И вдруг как бы голос с неба сказал, Баларам на самом деле выиграл. So finally Balaram got so upset, he killed that man, and the guy who was laughing in the corner, he took his club and knocked all of his teeth out. В конечном счете они как бы не могли остановиться, и Баларам настолько разозлился, он убил своего противника по игре, и потом развернулся и выбил все зубы тому, кто смеялся. That is his Krishna consciousness. Вот это его практика сознания Кришны. And Vrindavan Das, his great devotee, is speaking like that. И Вриндаван Дас, его великий преданный, говорит таким образом. Saying, Gaura-Nitai are so merciful, they've come to rescue all the fallen souls. Он говорит, Гора-Нитай настолько милостивы, они пришли сюда спасти все падшие. And he's explaining in all the different ways how merciful they are. И он многими разными путями объясняет, насколько они милостивы. But after all of this explanation, if you don't accept this mercy,
He's saying, then I want to kick your teeth in. Но после того, что я сейчас объясняю, насколько они милостливы, если ты не принимаешь это, тогда я хочу выбить тебе все твои зубы. So then people said, oh, that's not Vaishnava. Тогда люди говорят, о, так это не вайшнавизм, что ты тут... Mahaprabhu saying everyone should be humble. Махапрабху говорит, все должны быть смиренные, Patient, tolerant. такие вот терпеливые. Krishna's Karan says, I'm lower than the worm in the stool. И Кришна Дас говорит, я ниже, чем червь в испражнениях. Vrindavan Das saying, if you don't take this, I'm going to kick your teeth in. Вриндаван Дас говорит, ну если вы это не примете, я, говорит, вам все зубы выбью. So they asked Saraswati Thakur, then how can we understand this? И Сарасвати такой говорит, ну как мы это можем понять? Saraswati Thakur said, oh, no, this is his mercy. He's opening a new channel for mercy. О, и у Сарасвати такой сказать, ну как нам это сгармонировать, понять? Один это говорит, другой это. То есть как вот это понять, выбить зубы? И Сарасвати такой говорит, о нет, это его милость, он открывает новый канал милости. His foot is creating new channel. Он говорит, новый канал открывает. And he said, Guru Maharaj explained, just like sometimes we see the children, a little child, kicks somebody and then runs and hides, or hides behind the mother. И это как бы Гуру Махарадж он объясняет, это типа вот есть пример с детьми, есть один ребенок, они прибегут, там, раз ударят кого-то, потом раз спрячется. Then the mother and father have to come say, oh, we're sorry, or, you know. И тогда, как бы, когда он прячется, те поворачиваются, типа, что случилось, ваш сын меня ударил. И тогда мама и папа должны прийти и сказать, о, мы извиняемся за нашего ребенка. They're compensating for the misbehavior of their child. И как бы родители должны компенсировать за плохой поступок своего сына. So Vrindavan Das, he's like that misbehaved child. Then Gaura-Nitai, those people, they wouldn't take the mercy otherwise. Now Gaura-Nitai have to give themselves to him. И Вриндаван Дас Такур, он подобен этому непослушному ребенку. Он приходит, выбивает, как бы зубы, убегает. И Gaura-Nitai, у них нет выбора, они должны прийти и дать милость тому, сказать, ой, извините, это наш, как бы, непослушный сын. Srila Gurudev would say, everyone knows that Guru Maharaj is Rupa Goswami's now. Гурудев говорил, все знают, что Гуру Махарадж это Рупа Госвами человек. And what he means by that is that we understand 24 hours before his departure from this world, Srila Saraswati Thakur called Shri Sridhar Maharaj to his bedside. И мы все знаем эту историю, что 24 часа до ухода Шрила Бхактиведантой Сарасвати Такура он позвал Шрилой Шридхара Махараджа к его кровати. And he asked him to sing Sri Rupa Manjari Pada. И он попросил его петь песню Шри Рупа Манджари Пада. Glorifying Rupa Goswami, Rupa Manjari. Восхвалять Рупа Госвами, Рупа Манджари. This is the Rupanuga line. И это и есть Рупануга линия. So Guru Maharaj, he's shy and hesitating. И Гуру Махарадж, он, ну Шрилой Шридхар Махарадж, он сомневается. He's never asserting himself. Он никогда не выступает в утвердительной форме. So, the manager of Gaudiya Math asked another devotee to sing, who's known to be a kirtaniya, a good singer. И менеджер Гаудия Матха в то время, он сказал, позовите там один тоже хороший преданный, который умеет правильно и красиво петь с хорошим And he голосом. began to very sweetly sing the song. И тот квалифицированный как бы, певец начал действительно красиво и правильно петь эту песню. And Saraswati Thakur stopped him and said, I'm not interested in hearing a sweet tune. И Сарасвати Такур сразу же его остановил и сказал, мне не интересно слышать красивые мелодии. He said, I want to hear from him only. Я хочу услышать это только от него, показывая на Шрилу Шридхара Махараджа. And what they say is that they say, we witnessed a mystic power transmission of the Rupanuga line from Saraswati Thakur to Shri Sridhar Maharaj. И его духовные братья в то время, ученики Сарасвати Такура, они сказали, что мы присутствовали и свидетельствовали тому, что мистическая сила передалась от Шрилы Бхактисидданты Сарасвати Такура Шрилой Шридхару Махараджу через вот этот коннект, когда он начал петь эту песню. And at that time he was given entrance into the group of Rupa Manjari. И именно в этот момент Шрилу Шридхару Махараджу допустили зайти в группу Шри Рупа Манджари. So all of you come in connection with the lotus feet of Srila Guru Maharaj by the mercy of Srila Gurudev and his servitors.
you have inconceivably good fortune and bright future prospect. И по милости Гурудева у вас всех есть как бы принятие, то есть у вас всех есть доступ, и по милости Гурудева вы как бы приобрели вот этот коннект с линией Рупы Госвами, и поэтому вы очень удачливые души. So Gurudev said, everyone knows Guru Maharaj is Rupa Goswami's man. И Гурудев говорит, все знают, что Шрилой Шридхаром Махарадж это Рупа Госвами, человек. But why he's always chanting by himself or without, he's singing Dial Nitai, Dial Nitai, Nitai Chaitanya, Dial Nitai, Dial Nitai. Но те, кто его знают, тогда могут спросить, а почему же все время Гуру Махарадж, Шрилой Шридхар Махарадж, он все время читал Dial Nitai, милостивый Нитай, Нитай Гуру. Praying for the mercy of Nityananda Prabhu. Он постоянно молится о милости Нитьянанды Прабху. Why? Почему? Because, as Guru Maharaj said, you have to have a strong foundation. Потому что, Гуру Махарадж сказал, у тебя должна быть сильная, твердая A база. strong foundation is the mercy of Nityananda Balaram. И твердая вот эта непоколебимая база, она милость Нитьянанды. Then something substantial can be built upon that. И что-то действительно фундаментальное может быть построено на And этой then базе. also, Krishna consciousness is so high. It's the highest thing. Сознание Кришны на самом деле настолько высокое. There's nothing higher. Ничего нету выше сознания. But sometimes, in trying to express that, we might commit some offense. Но иногда, пытаясь выразить это, мы можем как бы прибечь к каким-то, может быть, оскорблениям. Because it is such a high thing. Потому что это в действительности самое высокое. So Guru Maharaj would say, I take the name of Nityananda to forgive my offenses and restore myself in a proper position and consciousness. Поэтому Гуру Махарадж говорит, я принимаю имя Нитьянанды для того, чтобы ты простил мне мои оскорбления и утвердил меня фундаментально на правильном пути. And Srila Govinda Maharaj, he had so much affection for Balaram and Nityananda. Шрила Гуру Махарадж имел, Srila Govinda Maharaj. Шрила Говинда Махарадж имел очень большое уважение и заботливое чувство по отношению к Нитьянанде и Nityananda Balaram. Nityananda Balaram, we're talking about both. So what he liked is there was a pranam mantra in the Garga Samhita. Есть такая пранам мантра в Гарга Самхите. And he's saying, normally you can write something in very high Sanskrit words. В обычном форме иногда можно написать какие-то вещи на санскрите. But here, in a very charming way, it's described. Но здесь очень уникальным, как бы таким заботливым, теплым образом кое-что описано. I can't remember, Chala Dalaka, I can't remember exactly, but it talks about the kinkini, about the ankle bells that are decorating the lotus feet of Balaram. И одно слово из этой шлоки кинки, это означает те сладостные колокольчики, которые привязаны у Баладева как бы на ногах. How beautiful they look and how beautiful they sound when he's moving or dancing. Как красиво они выглядят, как красиво их звук, и как красиво они двигаются, когда Баладев танцует. So, this day is very special. It was on this day also that the deities Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sundarji were installed in Lakta in St. Petersburg. Этот день очень необычный, очень специальный, да, то есть необычный, потому что это день Баладева, и также сегодня 13-летие установления наших божеств в Петербурге. As Krishna Janmashtami is approaching. И Кришна Джанмаштами уже подходит как бы ближе и ближе. And the moon this year they say is the so-called blue moon. И в этом году Луну называют голубой луной. And that's like the color of Balaram's his dress. И на самом деле голубой цвет это цвет его одежды Баларама. He's whitish, as Krishna is blue, he is whitish in complexion, but his dress, his garment is blue. И как бы его комплекция тела она белая, но его одежда она голубая. So we also hear from Rupa Goswami that sometimes Balaram drinks this
intoxicating beverage called varuni. Иногда мы знаем из Писаний, что Баларам пьет интоксикационный напиток, называется варуни. And so he's having drunk this varuni, he's in Vrindavan and he's thinking he wants to play with gopis in the Jamuna. И он во Вриндаване, он напился этого напитка и теперь, думает, как бы поиграть с гопи во Вриндаване. And she's saying, like, I don't want to go near him when he's intoxicated. Jamuna River, not come. She's going, Jamuna! And she's like, not coming. И Ямуна говорит, нет, в таком состоянии я бы не хотела приближаться к Баладеву. So Balaram, he has the plowshare for plowing fields. И у Баларама вот этот плуг его известный. He carries that on his shoulder because he's a cowherd. Потому что он на своем плече это все время носит, и что он пастух. So he starts with his dragging the Jamuna near him. И он начал брать своим плугом и тянуть, то есть он притянул Ямуну к себе. Then she's apologizing. И она начала извиняться. And saying, if you go to Delhi this day, and you see Jamuna, you can see the place where he was dragging her with his plow. Ага. И если вы поедете в Дели, там есть место, где Ямуна видна, как Баладев ее тянул, там такие как плугом тянется, она и такие борозды. And Rupa Goswami says that Balaram, in his intoxication, he says, right now, I know I could destroy all the universes, and Krishna wouldn't be angry. И в таком состоянии он говорит, я знаю, я могу разрушить все вселенные, и Кришна не обидится на меня. Because everyone will be liberated. Потому что все освободятся. But still, Rupa Goswami says, we pray that Balaram will. Но все равно мы все равно молимся, чтобы Баларам пощадил. So, but in Ram Leela, he's in the younger brother. В Рам Лиле Lakshman. Играет роль Лакшмана, младшего брата Кришны. And he says later, that's not his favorite pastime. И он чуть позже говорит, что это не самые его любимые игры. But still, it's wonderful, and he likes to, because there he's restricted. Почему не любим? Потому что там он ограничен. When Ramachandra is sent into exile, he would like to stop that. И когда Рамачандру отсылают в изгнание, он очень желал бы это остановить. But as the younger brother, he has to tolerate it. Но так как он играет здесь младшего брата, он должен это перетерпеть. And we're told when Sita was kidnapped by Ravana, that when he's taking her through the sky to Sri Lanka, she started dropping her earrings, jewelry, and everything to create a trail. И мы знаем, когда Равана похитил Ситу и начал ее нести по небу в Шри-Ланку, она начала свои ожерелья, сережки, бусы бросать, чтобы дорожку сделать, куда она. So later, when they join up with the monkeys and the bears and the Latvians. И позже, когда они пришли нашли армию обезьян, медведей, латвийцев, латышей. The Latvian had the bear for mother. Потому что у латвийцев медведица как мать, да? Лачписис. Мать медведица, да. Отец. Oh, it's a father bear. Father bear. Okay, whatever. Father bear. Anyway, the point is, they find this jewelry. И они находят эти ее ожерелья. And Ramachandra is very excited. И Рамачандра, он очень возбужден, радостно. And looking at the jewelry, he shows it to Lakshman. Says, "Look, Lakshman, Sita's jewelry." Он показывает Лакшману, о, Лакшман, смотри, это ювелирка этой Ситы. And Lakshman says, "I only recognize the ankle bells." И Лакшман говорит, я только узнаю ее на колокольчики, на щиколотке колокольчики. Although she is arguably the most beautiful woman in the universe, he's so chaste, and he never looked above her ankle. И говорится, что она является самой прекрасной, то есть женщиной на земле,
но он настолько был строг в своем подходе и уважении, что он не смотрел выше ее щиколотки. So what's on her wrist or her neck or her, he doesn't know that. То есть и то, что было украшение на ее ушах, шее или руках, он даже не знал, он не мог узнать. So what an extraordinary personality. Настолько необычная и величайшая личность он был. So we're also told, the devotees pray, Bala means they pray to Balaram to give them the strength to go on in Krishna consciousness. И преданные молятся Балараму за то, что Бала это могущество или сила, чтобы он дал им ту самую силу продолжать свою практику. We know on our own we don't have such power. Мы знаем сами о себе, что у нас не хватает той самой силы для движения. By your mercy, Nityananda Balaram, I can go on. Но если ты поможешь мне, дашь мне немножко своей силы, то по твоей милости я смогу продолжать свою практику. And he is also considered a general representation of Guru. И также он является генеральным или, как сказать, самым главным представителем изначального гуру. Balarama Viva Mahamavasavakiti Ki Jai. Yes. Я хочу задать вопрос, немножко не по теме. Я хочу спросить у вас, вы видели, как, скажем, Шридхар Махарадж принимал Шри Прабхупаду, сидел в гостях, и как Шри Прабхупада принимал себя в гостях Шридхара Махараджа? Вам доводилось это присутствовать? Как они друг друга принимали? He's explaining that it's not on the subject, on the topic, but he said, have you ever witnessed when Shrila Shridhar Maharaj hosted Shrila Swami Maharaj at his veranda, and have you ever been and present there? Not with the both of them, no. Нет, он не был, когда они встречались, вдвоем не был. But some of my godbrothers did. Но мои духовные братья, они были. Prabhupada's servitors told me directly about it. Они непосредственно слуги были Прабхупады, и они мне рассказывали, что там происходит. And they said how Prabhupada seemed so relaxed and at home and loving and affectionate. И они рассказывали, как Прабхупад себя чувствовал, что он там действительно чувствовал себя очень спокойно, расслабленным, и он показывал своим состоянием, что он чувствует себя как дома. We're told Nityananda Prabhu, he also favors the what do you call it? Subarna Bon, the community that Prabhupada appeared in. Мы также знаем, что Баларам, Nityananda. Нитянанда. Мы также знаем, что Нитянанда, он благосклонен к той линии, в которой появился Свами Махарадж. So the Subarna Varna, anyway, this group. So it's interesting. Srila Guru Maharaj, he says that Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj, A.C. Bhaktivedantai Swami Prabhupada, he wholly dedicated himself to fulfilling the order of Srila Saraswati Thakur. Шрила Гуру Махарадж, он говорит, что Шрила Свами Махарадж, он посвятил полностью всю свою энергию для исполнения желания своего духовного учителя Бхактиведантой Свами He emptied himself of any other desire. И он то есть он опустошил себя от любого другого желания. Sometimes Prabhupada would say, reading Vishwanath Chakrabarti Thakur's commentary on the Bhagavad Gita on the verse Vyavasaya Buddhi Eke Kurunandana, that he had an epiphany in realizing that the sole purpose of his existence was to fulfill the order of his Gurudev. И когда он читал Вишванат Чакраварти Такура, у него возникала реализация, sudden important realization. Очень важная реализация исполнить желание своего гуру. So, in the middle of the ocean, he has two heart attacks.
И on the boat. посредине того, как он плыл посреди океана, он пережил два приступа сердечного. So he sacrificed himself on the altar, self-sacrifice to his Gurudev. И он как бы пожертвовал себя на алтаре, он пожертвовал себя своему гуру. And Guru said, then divine power descended to work on his behalf. И Гуру Махарадж тогда объясняет, что божественная сила не зашла действовать от его имени. So he declared him Shaktavesha avatar. И Гуру Махарадж возгласил его с вами Махараджа как Шактавеша аватара. Particularly empowered by Nityananda Prabhu. Аватара, который был наделен силой исключительно Нитьянанды Прабху. So we know that Srila Prabhupada had some preference for Sakya Rasa. И мы знаем, что у Шрилы Свами Махараджа у него была некая тяга к взаимоотношениям дружеским, да, Сакья Раса. Everywhere he's installing Gaur Nitai, Gaur Nityananda. Везде он инсталлировал Гора Нитай, Гора Нитьянанда. And in Vrindavan he established Krishna Balaram. И во Вриндаване он установил божества Кришна Баларам. And not on the side, but on the central altar. И он не установил их на крайнем, там, на третьем алтаре, на крайнем. Он установил их на центральном алтаре, прямо в середине, Кришна Баларам. And he's very sweetly presented the pastimes of Krishna and Balaram in Vrindavan in the Krishna book. И он очень сладостно представлял игры Кришны и Баларама в книге «Источник вечного наслаждения». Да? Кришна Бук на английском, на русском. «Источник вечного наслаждения». It's a longer name. It's a Krishna book, but in Russian it's «Источник вечного наслаждения». They call it the source of the eternal nectar. They call it. Really? Yes. Any other questions? Есть еще какие-то, может быть, вопросы? Да, вопрос. Понимаю, что там выбить зубы это милость, ну как бы немножечко сейчас сложно воспринимать, как к этому относиться, то есть когда слышишь такие вещи, что как. He's saying, I understand when it comes to Balaram and breaking the whole teeth out, it's a mercy, but in my situation, how could I practically understand this? And Yeah, no, it doesn't mean we're supposed to go around imitating that. он говорит, но это не значит, что так вы можете задать все. Okay. Он говорит, что это не значит, что мы должны сейчас ходить и выбивать всем зубы. Sometimes Prabhupada would have this mood, Иногда у Прабхупады было такое настроение. but he would caution us and say, I can say that because I'm older and they respect me. He said, if you speak like that, they will beat you. И иногда Баларам Васейна. No, Srila Prabhupada, I said, sometimes he had a mood like this, of strongly attacking the opposition. But he told us, I can do that, I'm older, they respect the... He said, if you imitate, they'll beat you. Иногда у Шрилы Прабхупады было выражение такого настроения. Он иногда очень сильно хотел, как бы, там, палкой грозился оппозиции. Но он сказал, что я могу это делать, потому что я в возрасте. Но своим ученикам говорил, если вы такое сделаете, то они вас набьют. So we're told, if we imitate Mahabhagavatas, we will go down. И поэтому нам говорится, если мы будем имитировать Махабхагаватов, да, то есть возвышенных вайшнавов, мы падем. Можете так задать, потому что я по-русски плохо What's читаю. this one? Written? Первый вопрос. Yeah, here. Да, лучше так. Когда, есть ли смысл и когда это произойдет, объединение обоих марков?
Или они сольются как-то. если они when the time will come, а обоих это как каких? Искон и Сарасвати. When the time will come, when the two months will come as one. Искон and Saraswati. Well, in spirit they are one. На самом деле в духе они уже едины. But, you know, there's 5 Pandavas. Но есть 5 пандавов, к примеру. Yudhisthira, Arjuna, Bhima, Nakul, Sahadev. И все он перечислил сейчас их имена. They're not all meant to merge and become one person. Они не все должны как бы слиться и стать какой-то одной личностью. You know, Nityananda has 12 principal cowherd boy associates. У Нитянанды 12 принципиальных, то есть ключевых друзей. There are many groups of gopis. Огромное количество групп гопи существует. Right? So there's always, you know, diversity. Всегда существует вторая сторона. But there's unity in purpose. Но также есть единение и причина. There's Madhura Rasa, Vatsalya Rasa, Sakya Rasa, Dasya Rasa, Shanta Rasa. То есть 5 раз, да, есть, то есть нейтральное, как друг, как родительское, любовное. They're all necessary. И они все имеют место быть, они все обязательны. So, Ramananda Roy tells Mahaprabhu, Jarje Rase Hoy Se Sarutam. Whatever one you're experiencing, you think, this is the best, nothing could be better than this. Рамананда Рой объясняет, он говорит, то, что вы, как бы, есть такое, что то, что вы испытываете, это самое высшее, и ничего высшего не может быть. He said, but by comparative analysis, we'll say Madhura Rasa is the sweetest. Но если мы начнем делать сравнительный анализ, то мы скажем, что Мадхурья раса самая высокая, самая сладостная. When the devotees would offer Srila Saraswati Thakur prasadam, ask him which preparation he liked the best, he said, each one is better than the other one. И когда преданные предлагали прасад Сарасвати Такуру и спрашивали, а какое из этих блюд вам больше всего понравилось? И он говорил, каждое следующее блюдо лучше, чем предыдущее. So we see this type of diversity everywhere. И мы видим такого вида разнообразия везде присутствует. So we can see the different missions, they're accommodating different people. И мы видим, что разные миссии, они вмещают в себя или дают убежище разным людям. There are similarities and then there's distinguishing characteristics. Есть какие-то сходства, но также есть и различия. So ultimately there is no conflict. В конечном счете никакого конфликта не существует. It's like Prabhupada says in Nectar Devotion, the principle in Vaishnavism says Ado Guru Vaishnava begins, you have to take shelter of a guru. Прабхупада в Нектаре преданности пишет, что в принципе, если понять, в конечном, то есть самое главное, нужно понять, что нужно принять прибежище гуру. Then he says, but the details from guru to guru may vary. Но детали от наставлений, к примеру, от одного гуру до другого, они могут быть разные немножко. Они могут отличаться. Just as Saraswati Thakur, his organization called Gaudiya Math. И Сарасвати Такуру, его организация называлась Гаудия Мат. In India, there's no pope. То есть вы должны понять, в Индии нету папа. There's no Hindu church. Нету какой-то там и хинду церкви. But what there's always been is guru and disciple. Но все, что там присутствовало, всегда это гуру и его последователи. That's always been the Vedic system. Это всегда была ведическая система. Organizations is a recent thing. Организации как таковые, это некий более, как сказать, недавний как бы процесс такой, что есть Came in the last 100 years. Это организационные моменты, они возникли только в последние 100 лет. So as Shri Shridhar Mахаradж points out, an organization is formed to promote an ideal. И Шрилой Шридхаром Махараджем говорил, что организация это некая форма продвигать идеал. That's the substance. Это и есть субстанция. Is the ideal it's promoting. Потому что мы должны понять, что идеал мы должны рекламировать и продвигать Srila идеал. Saraswati Thakur started Gaudiya Math. Сарасвати Такур, он начал Гаудия Мат.
And now there are many branches of Gaudiya Math. А сейчас много ветвей Гаудия Матха. Srila Prabhupada, the founder in charge of ISKCON, was a disciple of Saraswati Thakur and a member of Gaudiya Math. Шрила Бхактиведантой Свами Прабхупадой, он был учеником Бхактисиданты Сарасвати Такура, и он был частью Гаудия Матха. But he found some necessity to found ISKCON. Но он увидел некую потребность для осуществления искона. And so we see the end result is many branches and accommodating many people. И в конечном счете, в конечном результате мы видим, многие филиалы вмещают и дают убежище многим типам разных людей. So, once when Guru Maharaj was talking about on this subject, he quoted Raghunath Das Goswami. Один раз Гуру Махарадж, когда говорил на эту тему, он процитировал Рагунат Дас Госвами. He says, is Raghunath Das Goswami a member of ISKCON? Он говорил, а Рагунат Дас Госвами является членом Искона? Is Mother Yashoda a member of ISKCON? Мать Ешода является членом Искона? Is Balaram a member of ISKCON? Баларам является членом Искона? So Raghunath Das Goswami, in his famous slokas, Guru Maharaj said, here, Raghunath Das Goswami, the Prayojan Tattva Acharya of the Rupa Nuga line, defines what ISKCON is. И сейчас, вот смотрите, Рагунат Дас Госвами, Прайоджин Татва Ачарья, да, он сейчас объяснит, что такое. То есть он объясняет, что такое Искон. What is it? He says, Nama Shreshtam Manamapi Sachiputra Trasvarupam Rupam Tasya Graja Madhupurim Matrim Gostavatyam Radha Kundam Giri Varamaho Radhika Madhavasham Prapto Jasya Pratita Kripaya Shri Gurun Tanmatosmi, saying all the things that have been given to us by the grace of Guru. И он перечисляет, это цитирует Дас Госвами, что это все, что нам было дано, это дано по милости Гуру. Nama Shreshtam is the best of names, Krishna Nam. Намашестам, самое лучшее из всех имен, это имя Кришны. Sachiputram Atra Swarupam, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, this line, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Рупа Госвами, Санатана Госвами, то есть все они. Mathura, Vrindavan, Мадура, Вриндаван. Mathura. Мадура, Вриндаван. The Gosta Leela of Krishna's cowherd pastime. И игры Господа Кришны, его пастушков, друзей. Radha Kundam Giri Varamaho, Radha Kund, Giri Govardhan. Рада Кунда, Гири Говардхан. But Radhika Madhavasham, the aspiration to serve Radha and Krishna under the guidance of Sri Rupa. И стремление служить Рада и Кришне под опекой Рупы Госвами. And he's saying normally a devotee does not say they've got anything. Естественным образом, ну если так подумать, в общей свойстве преданные, они никогда не говорят, что они имеют что-то. They're expressing that they're in a position of want, of hankering, hunger. Они наоборот выражают всегда чувство, что они ищут это самое, они все время ищут вот это. But here in this shloka, Raghunath Das Goswami is praising the gifts of Guru, Shri Guru. Но именно в этой шлоке Рагунат Дас Госвами он выражает как бы почтение и хвалит те подарки, которые Гуру нам оставил, Гуру нам дал. Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurun Tanmatosmi. Prapto, this is what we got by the grace of Sri Guru. И вот он переводит, цитирует санскрит, это то, что нам Гуру дал, это то, что у нас есть. So, as Srila Govinda Maharaj said in his final days, he said, everyone has some fault, big or small, that is not the question. И Гурудев перед отходом с этого мира, он сказал такие слова, у каждого из нас есть некая вина, но как бы маленькая или большая, но не в этом заключается суть вопроса. You know, but those who have dedicated themselves exclusively in service, that must be acknowledged and respected. Но те, кто посвятили себя без остатка в стремлении служить, они должны быть уважаемы и признаны. So if we follow Mahaprabhu's teachings,
then it is possible. И если мы следуем учениям Шри Махапрабху, то только в этом случае это возможно. Trinadapi sunichena tororopi sahishnuna amanina manadena kirtinya sadahari. To be humble, tolerant, offer respect to others, not expect any respect for yourself. И то, что нам пишет Махапрабху сам Шикшастаки, будь смиренный, терпеливый, пытайся выказывать почтение всем и не требуй и не жди почтения к себе. Then kirtinya sadahari, you can go on. Только тогда возможно киртанья садагари, то есть возможно читать святой. Sankirtan means a group effort. Санкиртан означает групповое усилие. Jiva Goswami says, Bahu bir milita tadeva sankirtanam. That many come together, unified in purpose, to glorify Krishna and Karshna. Говорится, что те, кто собираются в группе, многие, и восхваляют Кришну, становятся Каршна, то есть становятся его собственными или равны ему. As you can see, it's very cold here. Здесь очень холодно. We're sitting around the fire. Как понять, каждая буква Шримад Бхагаватам посвящена служению Радхарани? You're saying the question is, how can we really understand that every single letter is calling us towards the Radha Dasya? Well, under the guidance of the higher Vaishnava, Под опекой более старшего Вайшнава, who has the capacity to read this, to draw this. у кого есть вместимость увидеть это и возможность объяснить, Thus вытащить says the смысл. Garuda Purana is quoted saying, Arto yam brahmasutranam bharatartha vinirnaya gayatri vasya rupo sho artha paribringhita. That, see, it has to be consistent throughout what is the theme and purpose of Krishna consciousness. То есть в Гаруда Пуране говорится, что оно должно быть неким стабильно присутствующим. Что такое сознание Кришны, что такое So продвижение? saying Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Gayatri. Шримад Бхагаватам — это некое естественное комментарий на Гаятри Мантра. So taking in the other direction, what is Guru Maharaj saying? Gayatri Muralista Kirtanadanam Radha Padam Dhimai. What is the flute song of Krishna? И с другой стороны, то есть с одной стороны Гаятри раскрылась Шримад Бхагаватам, но если мы с другой стороны это посмотрим, Шрила Гурудев, он объясняет, Шрила Гуру Махарадж объясняет, что это есть песнь Кришны. А что это за песня? Gana Chayate. It is the song that liberates one. Это та самая песня, которая всех освобождает. The Bhagavatam says, Muktir Hedvanyata Rupam Swarupena Vivasiti. Real liberation is not mere release from the negative, but entrance into the positive service Он domain. говорит, что естественно, то есть на самом деле освобождение не означает освободить кого-то от негативного и все. Освобождение в подлинной форме говорит, что взять человека и переместить его на план земли служения, динамично. So what is Guru Maharaj saying? Gayatri is saying, as the sun illuminates the world, reveals the world, really it's a reference to faith, the halo of Radharani. Radharani's heart and halo are illuminating the spiritual world and revealing the service to Krishna. И Гуру Махарадж, он объясняет насчет этого еще, что так же, как солнце, оно освещает все, и мы имеем, есть место быть, как говорится, нашему видению всех планет, так Шримати Радхарани, у нее из сердца выходит некое сияние, которое дает видение всему духовному миру, и только таким образом мы можем его увидеть. So, but this is very confidential. Но это очень конфиденциальная So it's only информация. understood under the guidance of the superior acharya. Это возможно понимать только под опекой более возвышенного ачарьи. So we are saying Krishna book. Мы говорим Кришна Бук, да, или источник вечного наслаждения. But really, the culmination is in the 10th canto.
но на самом деле вся кульминация находится в 10 The главе, pastimes of the we're told that's the beautiful smiling face of Krishna. в 10 книге. И там мы говорим красивое улыбающееся лицо Кришны. Right? So, as Bilbo Mangal wrote, Madhuram, Madhuram, Madhurasya Vibho, Vandanam, Vandanam, Madhuram, Madhuram, Madhugandhi Mridu Smitame Tadaho, Madhuram, 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 Madhuram. He's saying, Krishna, he's so, everything about him is sweet. И он пишет Кришна, Мадурам, то есть все насчет Кришны, все является сладостным. And the form of Krishna is sweet and beautiful. Форма Кришны сладостная. But his face is even more sweet and Но его beautiful. лицо еще более сладостное. And if on that face he smiles, that's even more beautiful. И на этом лице есть улыбка, она еще более So he сладостная. goes, Madhuram, 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 Madhuram. Sweet, 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 so sweet, inconceivably sweet. То есть он повторяет сладостно, 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 настолько сладостно, вообще непонятно, великая сладость. So sometimes the Bhagavatams compare it to the body of Krishna. Иногда Бхагаватам сравнивают с телом Кришны. Prabhupada says, and the 10th canto is the smiling face of Krishna. И говорит, Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада иногда говорит, 10-я песня это улыбка Кришны. And that's where the Madhura Rasa pastimes are presented. Там, где Мадура Раса представлена. You see, the whole Rasa Leela, it's built up to this point. It starts, and then Krishna withdraws. То есть и все было подготовлено до этого момента, потом Мадура и Раса Лила начинает происходить, и вдруг Кришна уходит. And what does Jayadev say? Radha Madaya Hridaye Tatyaja Braja Sundari. In search, Krishna, in the midst of the Rasa Leela, imagine, trillions of inconceivably beautiful, loving, affectionate gopis. И Джайадев говорит, представьте себе, Раса Лила, триллионы безумно красивых гопи, неземной красоты гопи. Right? We're told that Lalita dances in one way, Vishaka is dancing beautifully, and Radharani, she sings and dances in such a way that astonishes everyone. И мы там объясняется, что Лалита она танцует очень необычным образом в одну сторону, Вишака она танцует другим образом в другой стороне, но Шримати Радхарани, когда она начинает танцевать, то все просто застывают в шоке. But then Radharani says, oh, so I'm like a member of the group. Но Радхарани говорит, ну я как бы часть группы. So she leaves, after demonstrating superior singing and dancing, leaves in a huff. И когда она продемонстрировала свой танец, она чувствует, что она часть из группы, и она просто оставляет это. And in the presence of trillions of gopis, Krishna feels the whole experience, the whole pleasure has gone down. И когда она одна уходит, Кришна чувствует, что то наслаждение, которое он испытывал, триллионы красавиц, гопи, оно вдруг без нее просто потеряло The смысл, ultimate просто упало. example of quality versus quantity. И это самый высокий пример, где качество как бы перевешивает количество. It's the whole group minus one, and the whole experience has gone То есть down. Not a little bit, it's gone down. триллионы как бы количество, к примеру, минус один, и вся группа падает и не имеет никакого значения. So we're told, Krishna, Tatyaja Braja Sundari, he rejects all the others to search for one. И говорится, что он отказывается от всех тех только для того, чтобы искать ту одну. So this is showing her ultimate position. И это показывает ее возвышенное положение. And in different ways. И разными как бы. So in Guru Maharaj's explanation, Bhargo by Rishabhanu Jakma Bibu by Radhana Sri Puram. Radharani, she is illuminating the whole spiritual world and revealing the service to Krishna. И говорится, что Шримати Радхарани, она озаряет весь духовный мир собой, и Кришну с его играми вместе. So the ultimate service to Krishna is Radha Dasyam, the service to her holy lotus feet. И наивысший вид служения Кришне – это служение Шримати Радхарани и ее лотосным стопам. So just like a mango tree
purpose is to produce mangoes. Так же как дерево, манго, ее цель это производить, да, то есть производить манго, фрукт We манго. see them in India, we see them where I live in Thailand. Мы видим их в Индии и мы видим их в Таиланде, где If you see them out of season, you see the trunk of a tree, so many branches and leaves, but you don't see mangoes. Если мы видим его вне сезона, это дерево, мы видим ствол, ветки, но ничего на них не висит. So you can think, what is the purpose of this? И можно спросить вне сезона, так какой смысл вот этому всему, этому дереву? But the purpose of the trunk, all the branches and leaves, is to produce mangoes. Но смысл этому всему это производить манго. So we're told, the tree, Vedas compared to a kalpataru, desire tree. Но мы говорим, что Веды сравниваются с древом желаний. And Vedanta, the flower, И Веданта это the цветок. floral essence of that tree. Это цветочное заключение этого дерева. And the flower yields the fruit. И цветок это предшествие фрукту. So in the beginning of the Bhagavatam, in the Prayojan Tattva Sloka, it says, Nigama kalpataror galitam palam, shukamukharam ritadravasamyatam, pibata bhagavatam rasamalayam, muhuraho rasika bhuvi babuka. Saying, what is the whole purpose of this? It's saying in the third sloka that that's where we're told the purpose, the goal is this fruit, bhagavat palam. И в третьей шлоке там говорится, что на самом деле, как